Ребята, всем привет! Я Алекс Курч, и это канал Kurch's Crazy Train. Сегодня мы продолжаем знакомиться с релизами лейбла Metal Race и поговорим сегодня о старой группе Железный Поток. Уверен, что те, кто в теме, это название слышали и знакомы с этой группой. Эта банда стартовала еще в 1988 году, когда многих, кто сейчас смотрит, еще и в живых не было. Это было еще в Советском Союзе. Ну и уже в те годы надо признать, что они сразу играли довольно-таки бодро. И сейчас, вот, когда Metal Race перевыпустили их демку 1988 года, которая называется «Черная сила» на компакт-диске, можно наконец-то полноценно ознакомиться. Ну, перед этим был, правда, еще релиз Hobgoblin в 1998 году. Ну, та демка сейчас, она, конечно, слушается несколько архаично. Ну, понятно, что в 1988 году демки советских групп, они отличались своеобразностью исполнения. Но надо признать, что на фоне других таких вот подземных групп 80-х годов парни уже сразу в 1988 году играли очень бодро и довольно-таки технично. Первый альбом у парней вышел в 1991 году на лейбле Russian Disc. Это был 12-дюймовый винил. И не понимаю как, но он мимо меня проскочил почему-то, хотя я в то время все металлические винилы старался покупать. Тот альбом прямо явно был пропитан атмосферой Bay Area, такой металликовской атмосферой ранних альбомов где-то 84-86 года, насколько я помню. Хотя одна песня, вот как сейчас помню, называется «На абордаж», она была очень-очень сильно похожа на Running Wild. Ну, понятно, на абордаж и Running Wild — это тема операторов. Второй альбом был в 1993 году, и он также был в этой же вот конве калифорнийского трэша, но уже как-то, мне кажется, он был более сделал шаг в сторону самостоятельности какой-то. Ну, а третий альбом 1995 года, он показывает возросшую техничность. И чувствуется, что вот там они уже реально научились играть и решили показать все, на что способны. В конце 90-х, после третьего альбома, эта группа распалась, но в 2015 году они собрались снова и записали достаточно бодрый, прямолинейный, замечательный альбом «Перезагрузка». Ну, а сейчас перейдем непосредственно к объекту сегодняшнего видео. Это альбом Mystic 2018 года, который вышел на Metal Race в 2018 году и был переиздан на польском Defense 2019 в англоязычной версии. Они практически одинаковые визуально. Есть небольшие различия, например, вот здесь вот на центральной обложке, где фотография, есть состав группы на английском языке напечатан, а на русском немножко по-другому. Ну и чуть-чуть отличается еще вот inlay. Inlay английского издания и inlay русского издания. В остальном в оформлении, в принципе, больших различий нет. Сразу скажу, так как я приверженец вот экстремальных групп, таких как Trash, Death и Doom, на английском языке, почему-то у меня вот такая какая-то идиосинкразия, что ли, на русский язык в экстремальных жанрах, поэтому я больше остановлюсь на именно английском издании, на англоязычном издании Mystic. Сразу тогда скажу, в чем их различие именно в музыкальном плане, ну, в смысле в звуке. Русскоязычный Mystic намного тише, а английский значительно громче. И, ну, в принципе, по звуку они не очень сильно отличаются. Вы можете русский просто прибавить, и примерно на один уровень все это перейдет. Ну, еще вот есть различия в трек-листе. 4-й и 5-й трек в русскоязычном и англоязычном исполнении они поменены местами. Так что же такое альбом Mystic? Я бы сказал, что все-таки это классический трэш-метал в кубе. Трэш-метал в кубе. Но не все так просто. Все-таки надо сказать, что здесь приставка technical напрашивается.
Пусть это не какой-то там Садус, я не знаю, но вот оттенки прогрессивности и такой нарочитой техничности появились на этом альбоме. Вот, в принципе, на этом рецензию мы можем было взять и закончить, сказать. Трэшевый альбом, не такой простой для восприятия, быстрый, среднетемповый и в то же время прогрессивный, техничный. Поэтому я решил не делать все так просто, остановиться на каждом треке и в каждой песне найти какие-то дополнительные интересные элементы. Пока не забыл, сразу хочу оговориться, что вот я буду приводить какие-то ассоциации, параллели. Ну, мне так удобно, вот, когда я что-то слушаю, и мне кажется, что это на что-то похоже, я это сразу говорю. Почему? Потому что людям, слушателям так легче воспринять. И вот эти ассоциации я буду приводить не для того, чтобы сказать, что это плагиат или какое-то там заимствование прямое. Нет, это просто чувствуется, что музыканты пропитаны этой музыкой, они играют ее практически всю жизнь. И какие-то более известные и старые там классические группы не могли на них не действовать и не оказывать влияния. Поэтому, еще раз извиняюсь, никаких обвинений там в заимствовании и плагиате здесь не будет. И вот в этом плане хочу сказать, что первая вещь, которая называется «Мистик», она начинается с такой акустической гитары, и дальнейший риф, он мне реально напомнил группу Anthrax с их альбомом State of Euphoria 1988 года. Попробуйте сравнить, может быть, эта ассоциация у меня ложная. Кто-то может сказать, что да, действительно, есть какие-то похожие элементы. Вообще, быстрый риф в начале сменяется средним темпом, и в основном вся песня, она такая не слишком торопливая, но постоянно на заднем плане гитары плетут такое какое-то замысловатое кружево каких-то переплетений своих рифов. Вторая вещь, так, она называется Punishing Sword, карающий меч. Вещь достаточно быстрая, она быстрее первой, и сразу забегу вперед, гораздо быстрее третьей. И в ней мне показалось влияние позднего периода металлики, чуть ли не Death Magnetic. Третья вещь Dark Lord, черный лорд. Я бы сказал, она самая медленная на альбоме, и даже, это чуть ли не Doom Metal получился такой. Самая фишка этой песни в том, что центральный риф, который проходит на протяжении всей песни, так временами возникает, он мне напомнил песню Metallica 91 года Wherever I May Roam. Такая. Послушайте, если я не прав, если я ошибаюсь, киньте в меня чем-нибудь тяжелым. И в середине, после первого куплета, не в середине, где-то после первой минуты, есть очень-очень интересное гармоническое такое соло на гитаре. Обратите на него внимание, если будете слушать этот альбом. Четвертая песня «Цепь времен» очень сильно мне понравилась одной фишкой. Сейчас о ней расскажу. Вообще песня достаточно быстрая, она на фоне предыдущей прямо настоящий трэш-метал. Хотя тоже замедления какие-то присутствуют. Вокальная партия мне показалась похожей немножко на Том Араевские темы, слэеровские. Самая главная изюминка этого альбома — это замечательная гитарная фишка где-то в районе 3,5 минут. Такая какая-то в духе ближневосточного или какого-то балканского фольклора, что ли. Она длится совсем недолго, но она как бы является центральной частью для меня лично этой песни. И самое классное, как эта песня заканчивается. Она заканчивается именно двумя тактами этой классной, красивой штучки. Прямо огонь штука получилась. Пятую вещь практически проскочим. Это Death Mystery, смерть и тайна. Классическая трэшевая вещь с быстрыми основными рифами и замедлением в вокальных партиях. Но, опять же, все равно еще раз напомню, что весь альбом пронизан таким переплетением гитарных ходов, как бы гитарное кружево такое. И в этой песне это тоже присутствует. Ну и классическая
трэшевое соло в середине. Ну и далее следует блок из 3 песен с 6 по 8, которые я считаю фаворитами для себя на этом альбоме. 6-я вещь Dark Rivers, вот к ней наиболее, как мне кажется, подходит термин technical thrash metal. Она, лично мое мнение, пропитана духом Voivod, вот этого какого-то такого не совсем стандартного прогрессивного трэша. И попробуйте послушать внимательно, где-то в середине был какой-то то ли брейк, то ли бридж, такой очень-очень интересный кусок, совсем короткий, буквально в пару-тройку секунд, но который заставил меня помнить о себе. 7-я вещь Xenomorph. Она инструментальная, и, пожалуй, скажу, что эта вот песня самая любимая на всем альбоме. Вот это по-настоящему прогрессив трэш-метал с огромным количеством всяких рифов, сбивок, каких-то брейков, и тем не менее все это сыграно на больших скоростях. Замечательная вещь. Я думаю, и не думаю, я надеюсь на то, что, может быть, следующий альбом у Железного Потока будет весь вот сыгран именно в таком духе, как 6-я и 7-я вещь. Это будет прямо новый шаг в их развитии, и, наверное, это наиболее было бы ожидаемым для меня лично. Ну и 8-я вещь, и последняя, которая отмечена на заднике оформления альбома, это Bloody Rain или Кровавый дождь. Это песня из 1-го альбома, полностью перезаписанная для нового Мистика. Она знаменита своим зловещим центральным рифом и каким-то таким общим апокалиптическим слэеровским настроем. Я думаю, что и сами музыканты понимают, что данный риф наиболее в этой песне доминирует, поэтому он сыгран несколько раз на протяжении песни в разных вариациях. Ну, что сказать, последней песней на альбоме является еще один неотмеченный на заднике Мистик, то есть 1-я песня еще в одном варианте. Я не знаю, с чем это связано, не стал их сравнивать, наверное, может быть, есть какие-то различия, но, честно говоря, я на слух не воспринял. Песни на альбоме достаточно длинные, они колеблются где-то от 3,5 до 6 минут. Для Железного Потока это достаточно характерно, но из-за того, что этот альбом достаточно технически сложный и гитарно ориентированный, сдобренный всякими сбивками, сменами рифов, ритмов, от них не успеваешь устать, не возникает ощущения, что они затянуты. Ребята, всем, кто любит трэш-метал и не заморачивается именно на прямолинейных каких-то вещах, этот альбом для вас. Пусть это не совсем прогрессив трэш-метал, но все-таки задатки на будущее, чтобы назвать этот стиль так, у них есть. И думаю, что следующий альбом будет где-то в этом ключе. И на этом я с вами прощаюсь. Мир вашему дому.